Привет, друзья! Что происходит в Германии? Один билет на транспорт под вопросом, Siemens вдруг бьет рекорды, в аптеках массовое закрытие, а настроение инвесторов на дне. Кроме того, перекрыт важнейший железнодорожный маршрут страны, а США ударили новыми тарифами. Сегодня обсудим все это кратко по делу и с реальными цифрами. Ставьте лайк, если вы тоже хотите понимать, что реально происходит в Германии и Европе. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать важные выпуски. Итак, начнем. Дешевый проездной Deutschland Ticket может исчезнуть уже в следующем году. Почему? Сейчас расскажу. Германская ассоциация городов предупредила, будущее Deutschland Ticket под угрозой из-за неопределенности с финансированием. Это дешевые абонементные билеты на поездки по всей стране, которые сейчас стоят, внимание, 58 евро в месяц и пользуются популярностью у миллионов. С августа текущего года федеральное правительство и регионы каждый вносит по 1,5 миллиарда евро в год, чтобы компенсировать убытки транспортных компаний. Но этого оказалось мало. Реальные расходы на поддержку билета составляют, внимание, не менее 3,6 миллиарда евро ежегодно, сообщил глава Ассоциации городов Кристиан Шулхарт. Затраты на бюджет на 2026 год пока не предусмотрены, а значит, на следующий год денег может просто не хватить. И без изменений закона о финансировании пассажирских перевозок ситуация повторится. Сначала обещания, потом неопределенность и очередной кризис. Ассоциация настаивает, нужен долгосрочный финансовый план, который обеспечит стабильные переводы от федерального центра и регионов. Только так возможно сохранить успех Ticket как социального и транспортного проекта. Иначе повторится сценарий прошлых лет, когда бюджетные обещания не выполнялись, люди теряли доступ к недорогим проездным, а транспортные компании свои доходы. Европа ждет, что новое правительство и региональные власти договорятся о надежной модели финансирования в ближайшее время. А дальше хорошая новость, которая выделяется на фоне общего спада промышленности Германии. Компания Siemens Energy объявила рекордные результаты. За второй квартал 2025 года поступили заказы на 14,4 миллиарда евро, что на 52% больше, чем годом ранее. Общий объем заказов достиг 136 миллиардов евро. Это исторически высокий показатель компании. Выручка второго квартала выросла на 20,7%, она достигла почти 10 миллиардов евро. Показатели прибыли также взлетели, операционная прибыль до учета спецстатей составила 497 миллионов евро против маржи всего 2,1% годом ранее, а чистая прибыль выросла до 697 миллионов евро. Свободный денежный поток, то есть до налогов, достиг 1,39 миллиарда евро, что почти в 3 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Эти успехи позволяют компании повысить прогнозы на весь 2025 финансовый год. Теперь ожидается рост выручки на 13-15%, операционная рентабельность до 6%, а чистая прибыль может достигнуть, внимание, до 1 миллиарда евро. Поток свободных средств до налогообложения ожидается тоже около 4 миллиардов евро. И интересно то, что сильнее всего растет бизнес, связанный именно с газовыми установками. Он показал двузначный рост заказов. Также значительно был спрос и на сетевые технологии. Напротив, подразделение Siemens Gamesa, это ветроэнергетика, остается в минусе с убытками около 1,3 миллиарда евро, несмотря на ожидаемый небольшой рост выручки. Отдельно стоит здесь отметить, что введенные в Соединенных Штатах Америки тарифы обошлись Siemens Energy примерно в 100 миллионов евро прибыли. Но компания заявила, что влияние ограничено благодаря сильной позиции на американском рынке и гибкому ведению контрактов. А теперь перейдем к новости, которая показывает важные экономические сигналы в Германии. В федеральной земле Тюрингия число аптек продолжает снижаться. С начала 2025 года уже закрылось 12 аптек, при этом открылась только одна. В итоге общее количество сократилось до примерно 478, и еще 10 лет назад их было, напомню, около 557. Тюринские фармацевты связывают эту тенденцию с острой нехваткой кадров. Молодые люди все реже выбирают карьеру фармацевта. Одной из главных причин является устаревшая и слабая инфраструктура обучения. Институт фармации в Вене давно требует обновления, аптечная ассоциация уже также требует построить современное здание с лабораториями и объединить разрозненные офисы в одном корпусе.
Министерство науки Тюрингии заявило, что поддерживает такой подход, однако затруднения с бюджетом серьезные. Рассматривается вариант модернизации бывшей женской клиники в Йене и перенос института именно туда, но полноценного нового здания пока нет в планах. Еще одной причиной называют низкая оплата труда. Вознаграждение за работу аптеки, фиксированная ставка за медикамент практически не менялась более 10 лет. Несмотря на рост затрат и бюрократии, это подрывает экономическую устойчивость многих аптек, особенно в сельской местности. Таким образом, аптекарская ассоциация предупреждает, если эта ситуация не изменится в ближайшие годы, жители многих районов Тюрингии останутся без доступа к лекарствам и консультациям фармацевтов. И даже активная поддержка со стороны региональных властей в восстановленном кредите и стимулировании открытия аптек пока не позволяет остановить спад числа заведений. И это еще не все. Все мы с вами знаем, что Германия – та страна, в которую с охотой раньше инвестировали большие деньги. То что происходит сегодня? Изменилась ли ситуация и в какую сторону? Экономическое настроение инвесторов в Германии заметно изменилось. Индекс ZEW, отражающий ожидания экономистов, финансистов и аналитиков, в апреле снизился до минус 14, упав более чем на 65 пунктов всего за месяц. Это стало самым сильным падением с начала 2022 года. Такое снижение связано в первую очередь с нестабильностью в торговой политике Соединенных Штатов Америки, объявлениями высоких тарифов и быстрым изменением тарифных планов. По словам президента ZEW Акима Вамбаха, именно нестабильность американской торговой стратегии привела к росту глобальной неопределенности и повлияла на уровень доверия к экономическому будущему Германии. Сектор экспорта Германии, особенно машиностроение, химия и автомобилестроение, испытывают сложности. Немецкие компании теряют конкурентоспособность и откладывают инвестиции из-за страхования риска, санкций и торговых ограничений. Вамбах считает, что Германии необходим активный инвестиционный курс. Это поддержка инфраструктуры, стимулирование инноваций и снижение зависимости от внешней нестабильности. Все это должно стать приоритетом более решительной экономической политики. А теперь давайте обсудим важные транспортные новости и какие трудности возникли на дорогах и как это ударило по гражданам Германии. Я вам в прошлых видео рассказывал, что с 1 августа 2025 года и до 30 апреля 2026 года железнодорожная магистраль между Берлином и Гамбургом будет полностью закрыта для проездов. Здесь начнется капитальный ремонт длиной почти в 9 месяцев. Демонтируют старые пути, заменят более 200 стрелок, обновят линии электропитания, модернизируют релейные пункты и приведут станции в современное состояние, то есть установят навигацию, навесы и доступную инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. Это часть масштабной программы обновления ключевых техмаршрутов страны. Планируется, кстати, отремонтировать около 4000 километров железных дорог до 2030 года на общую сумму в несколько миллиардов евро. Во время закрытия скоростные и региональные поезда будут перенаправляться по альтернативным маршрутам через Стендаль и Ульцен. Время в пути между Берлином и Гамбургом увеличится примерно на 45 минут, а число поездов станет меньше. Вместо привычного получасового интервала лишь один поезд в час. В районах, где поезда совсем не проходят, будут организованы автобусное сообщение. То есть курсирование на около 28 маршрутах ежедневно задействовано до 170 автобусов, совершающих более 86 тысяч километров пробега. Тем временем Ассоциация грузовых железных дорог выражает обеспокоенность. Неясно, насколько эффективно продуман обходной маршрут для тяжелого трафика и выдержит ли схема значительные нагрузки. После завершения работы ожидается заметное улучшение состояния, средняя оценка качества инфраструктуры поезда возрастет почти вдвое, однако для пассажиров в ближайшие месяцы это вызов, длинные поездки, сложность с пересадками и многочисленные автобусы вместо поездов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.